Всем привет, с вами на связи Андрей Финаш на канал TestLab. И после моего, так сказать, перерыва продолжаем серию тестов светодиодных ламп. И сегодня у нас супер-пупер новиночка от компании Philips. Это лампы H7. Я очень давно хотел их протестировать, потому что, во-первых, я не верил в принципе, что это возможно, сделать лампы в цоколе H7. И чтобы они были грамотно сделаны, классно светили и в линзе, и в рефлекторе. То есть, в моем понимании, эта задача была практически невыполнимая. Но компания Philips, как говорится, сделала данные лампы именно в цоколе H7. Хотя здесь они дипломатично написали, что это не совсем H7, но как бы очень сильно похоже на H7. Грубо говоря, смысл вот этой индикации, вот видите, здесь, соответственно, так она указана. Именно такой. Я, повторюсь, очень давно хотел протестировать данные лампы, и в связи с тестом этих ламп там целая история развернулась такая, про которую можно снять целый сюжет. Грубо говоря, представители компании Philips сказали, что могут дать мне данные лампы на тест, действительно могут, соответственно, но при одном простейшем условии, это чтобы, грубо говоря, мой ролик понравился, соответственно, компании Philips сначала, и только потом они готовы были, соответственно, давать добро на его размещение. Это написано в их стандартном блогерском договоре, но с этим, к сожалению, я не могу согласиться никак, потому что я готов и привык делать только независимые ролики, не делать их так, чтобы они понравились кому-то вот сначала понравились, а потом я дальше выпускаю. Нет. Поэтому тесты этих ламп откладывались и откладывались и откладывались, потому что мы никак не могли прийти к соглашению, вот, по которому я могу говорить про эти лампы все, что думаю, а, соответственно, они, чтобы за это сильно, как говорится, не переживали. Поэтому с представительством компании Philips этот тест мне сделать не удалось. Потом мы подключили там еще одну третью сторону, один интернет-магазин, который тоже, с одной стороны, там упростил выход этого теста, с другой стороны, мы также не смогли договориться после предварительных тестов, что этот ролик можно выпустить. Так что я сейчас держу, на самом деле, в руках уже не первый вариант этих ламп. Уже ко мне соответственно, приходили данные лампы. И замечательны они не тем, что это лампы Philips, а тем, что прислал эти лампы мне на тест интернет-магазин lightmark.com. Ссылку я на него дам в описании. И с ними мне удалось договориться на одно очень простое условие. Я могу говорить про эти лампы все, что думаю, а с меня, соответственно, они попросили просто ссылку на данные лампы. Ну вот, в общем-то, вкратце вот эта эпопея с этими лампами, насколько, я раньше мог выпустить выпуск, но он был бы, скажем так, я о многих моментах не имел бы права в нем говорить, потому что знал бы, что этот ролик точно не пройдет дальше, потому что в компании Philips на нем поставят крест. Как они сказали, это именно стандартный вариант блогерского договора, по которому они работают со всеми другими блогерами. И поэтому, если вы видите в сети какой-то сюжет на тему компании Philips, вот подумайте о том, что в договоре написано, четко написана такая схема работы, что, грубо говоря, или хорошо, или никак. Вот о чем я хотел сказать. Ну, давайте перейдем, соответственно, к лампам от компании Philips и рассмотрим их более подробно. Сейчас я ее открою, кстати, прямо при вас. Тут. Так, смотрите, что мы имеем. Мы имеем книжечку, в которой написано, в общем-то, основы установки. И, что самое интересное, вот в книжечке написано, что данные лампы предназначены как для рефлекторных, так и для линзованных фар. И это крайне важно. Крайне важно. Ну, также здесь написано, как, собственно, все это монтировать, как монтировать хорошо, как монтировать плохо, как делать надо, как делать не надо. Ну, в общем, разберетесь. Так, смотрите, что у нас идет дальше. Дальше у нас идет... кстати, хотел сказать, пока, скажем так, здесь все не развалилось окончательно в плане коробки,
Ни одного слова, естественно, по-русски на данных коробках нету. То есть видно, что эти лампы завезены нам, ну, я так понимаю, из Азии. И на наш рынок они тоже попадают как бы оттуда. Никакой доработки под реалии, под наши реалии здесь нет. Единственное, что вот здесь на торце коробки здесь написано, что для замены ламп обратитесь к руководству пользователя. Это вот эта вот штука. Так, используйте лампу только по назначению. Изготовитель Lumileds, Germany. Так. Республика Германия, импортер Lumileds Евразия. Смоленская площадь, дом 3. Сделано в Китае. Ну, в общем-то, это все, что написано по-русски на данных лампах. Все остальное здесь, я так понимаю, по-японски или по-китайски. Сложно мне сказать. И здесь очень важная особенность. Написано, ну, наверняка многие из вас будут спрашивать, что не использовать на дорогах общего пользования данные лампы. Об этом я сразу говорю, потому что у многих были вопросы. Ну, Philips, вот она, эта надпись. Ай-яй-яй. Ну, надеюсь, вам видно. Not for use on public roads, except for the country Japan. Я так понимаю, нельзя нигде использовать на дорогах общего пользования, кроме Японии. Но, поправьте меня, мое знание английского, оно крайне ограниченное и плохое. Вот. Так, ладно, давайте к самим лампам. Вот они в таком боксе лежат. Все, в общем-то, по стандартам компании Philips. И как я уже привык вот, по поводу прошлых ламп, действительно, все так компактненько, все очень культурненько, сложно. Так, тут немножко на скотче. Сейчас мы этот скотч демонтируем. Так, и открываем. Так, тут всякие блестяшки. Но вот они сами лампы. Вот самое интересное. Так, тут всякая чушь в плане хомутов. Это мы отложим. Вот. Самое интересное — это лампа. Ребят, вот лампа. На ней написано, что это от компании Philips. Она крайне маленькая. Она настолько маленькая, что, ну, это пипец. И это на самом деле очень круто. То есть геометрические размеры вот от цоколя до конца вентилятора. Она, кстати, вентиляторная. Вот вентилятор крутится. И смотрите, здесь два провода. Один провод, как я понимаю, это... Так, секунду, сейчас мы раскрутим блочки, а именно драйвера. Так, вот они, кстати. Вот они, драйвера. Немножко они болтаются, ну да ладно. Вот они, кстати, с зазором с таким каким-то сделано, я просто, меня это немножко смутило, скажем так. Ну, надеюсь, они внутри влагозащищенные. Ну да ладно. В общем-то, тут два разъема, соответственно, что мы делаем? Наверное, вот это у нас подает питание непосредственно на светодиоды. А вот этот маленький, как несложно догадаться. Так, здесь 3 провода, а здесь 2. Смотрите, интересная схема, да? Здесь 2 провода, а здесь 3. Ну, получается, что один из них, грубо говоря, пока идет в никуда. Так, сейчас мы ее сюда садим. Ага, вот. Вот таким образом выглядит уже, в общем-то, собранная лампа. Блочок крайне маленький блочок. Но, ребят, меня немножко смущают вот эти китайские разъемчики. Это уровень дешевых китайских ламп с Алиэкспресса. Это, ну, скажем так, по сравнению с тем, что я видел на лампах H4 от компании Philips, где там были толстенные провода. Влагозащищенные разъемы, которые заворачиваются на резьбе с уплотнительными резинками. Здесь это выглядит, конечно, довольно-таки убого. Я, конечно, понимаю, что лампа H7 в большинстве своих случаев, не во всех, но в большинстве, стоит под крышкой, в отличие от лампы H4, которая может стоять не под крышкой, а под резинкой. Но все равно, конечно, вот... Такие, видно, что сюда не вложились, скажем так. Сюда компания Philips не вложила ни грамма своего качества.
Что еще интересного есть в этих лампах? Я, ребят, на самом деле эти лампы-то уже крутил, потому что я говорю, еще один комплект у меня лежит, который мне присылали на тест. Смотрите, лампу сделали, так, сейчас я блочок положу, вот сюда. Лампу сделали, вот, скажем так, разъемный. Это, в общем-то, классная тема. Ну, какие-то мотивы от прошлых ламп H4 тут, безусловно, тоже присутствует. Там тоже радиатор скручивался. Но здесь, смотрите, ребят, здесь радиатор-то, он, скажем так, радиатор, объединенный с вентилятором. Вот именно поэтому они сделали вот этот отдельный разъем, чтобы, ну, соответственно, иметь возможность демонтировать отдельно непосредственно вот этот вентилятор. Это, соответственно, вот эта вторая часть лампы, которая, ну, тут немножко термопасты на резьбе. И вот здесь даже внутри виден вот именно вентилятор, то есть его корпус. Здесь, смотрите, схема насколько простая, то есть там даже меня видно, наверное, вот с той стороны. Ну, то есть здесь крайне простая, скажем так, провод идет, просто он припаян к плате, вот здесь прекрасно видно и сверху, и снизу плюс-минус, и, в общем-то, и все. И, кстати, смотрите, 4 чипа, не на сторону не 3, а 4. Это, блин, это, наверное, плохая тема со стороны, в том плане, что в рефлекторе я очень сильно сомневаюсь по поводу, будут ли данные лампы корректно светить, потому что я тестировал когда-то, наверное, года полтора, наверное, или 2 светодиодные лампы, они тогда еще назывались G7, по-моему, от китайцев. Там тоже было по 4 чипа, ну, соответственно, на сторону, и она, видно, что она в фокус не попадала. Она не попадала в фокус. Кто будет устанавливать, крайне аккуратно относитесь к тому, чтобы провода все заводить вот сбоку, то есть не оставлять их сзади, чтобы они, не дай бог, не коснулись этого вентилятора и не заклинили его. Вот. С проводами-то ничего не случится, но вентилятор настолько слабый, что он просто заклинит при малейшем, скажем так, касании, и теплоотвод у этой лампы будет нарушен кардинально. Видя на фотографии данных ламп 4 чипа, у меня сразу огромнейшие вопросы к фокусировке. Просто огромнейшие. Потому что, вот вы видите, если спираль от галогеновой лампы занимает площадь где-то 3 и даже чуть менее чипа, то 4-й, соответственно, чип, который будет светить, он, ну, грубо говоря, эквивалентен тому, что лампа будет стоять не в фокусе. Когда лампа в рефлекторной фаре стоит не в фокусе, вы прекрасно понимаете, как это отражается на светотеневой границе. То есть она уходит вверх, вниз, она ломается, она меняет свою форму, она становится более размытой, и все это мы называем крайне плохими и некачественными лампами. Поэтому у меня очень много вопросов к этой лампе. Предлагаю сейчас начать ее тестировать как в рефлекторных, так и в линзованных обязательно фарах, чтобы получить ответ, во-первых, мне на свой вопрос, можно ли увеличить количество чипов на лампе и ничего за это, как говорится, не будет, либо понять, что мои ожидания, скажем так, были обмануты, и ваши, наверное, в том числе тоже были обмануты, кто ожидал качественного продукта от компании Philips. Предлагаю начать тестирование и сделать уже после него свои выводы. Итак, ребят, начинаем тестирование. Первая у нас фара, это фара от Дастера, рефлекторная фара с круглым, соответственно, рефлектором, без торцевого колпачка. Сейчас здесь стоит стандартная лампочка H7. И я хотел показать вам четкость светотеневой границы. Как видите, она очень четкая, то есть ну, никаких проблем с ее четкостью, соответственно, нет. Потому что фара стандартная, ну, собственно, и лампочка тоже стандартная. И сейчас, на данный момент, давайте поставим на ее место лампу от Philips и сравним четкость этой светотеневой границы. Так, и давайте ставить. Ага, вот, все прекрасно поставилось. Как вы видите, лампа заходит в фару там, ну, больше, чем на, я не знаю, на 2 сантиметра, то есть прекрасно все туда войдет. Именно с точки зрения геометрии лампа вообще отличная. Включаем. Так.
Хьюстон, у нас проблемы или что? У нас не крутится вентилятор. Ха. У нас не крутится вентилятор. Ребята. Или она не нагрелась? Смотрите, в чем трабл. Вентилятор стоит, хотя к нему все подключено. Вроде как все должно работать. Странно. Что-то я начинаю уже переживать за эту лампу. Она случайно не сдохнет? Сейчас, секунду, ребят, я поставлю камеру и посмотрю. Так, проверю все. Ну, здесь, соответственно, красный-красный, черный-черный. Тут все нормально. Вот этот разъем меня интересует. А он сломан. Ребят, здесь разъем сломан оказался. Вот на этом блоке, вот он сломанный разъем. Зашибись. Поэтому он не крутится. Ребята, это качество лампы Philips. Так, выключаем срочно. Срочно выключаем. Так, итак, ребят, тут произошел такой казус. Действительно, вот они два разъема. Один питает вентилятор, второй питает, соответственно, саму лампу. И вот на одном из этих разъемов мы видим, что к нему вроде как подходит два провода, но один из них вот там где-то внутри обломан, а один стоит. Соответственно, естественно, вентилятор не крутится. То есть мы чуть не убили сейчас лампу. Я надеюсь, мы ее все-таки не убили, потому что она, я думаю, что не успела, да. Хорошо, что мы обратили на это внимание. Поэтому сейчас возьму второй блочок, который идет в комплекте, ну и, соответственно, поставим его. Я надеюсь, что с ним уже все будет работать. Так, где он второй? Второй вот. Да, смотрите, на втором блочке все эти присутствуют штекера. Я надеюсь, что сейчас все заработает именно со вторым блочком. Так что, ребят, кто будет лампы такие приобретать, посмотрите вообще, прежде чем ставить. Хоть Philips это Philips, но я понял, что смотреть в любом случае придется. Прикольно, что мне прислали такую лампу, но я сделаю тест в любом случае. Даже на втором блочке. Так, включаем. Так, включаем. О, включили, и, как вы видите, теперь все работает как надо. Теперь все работает как надо, а именно вентилятор крутится, вентилятор бесшумный, что меня крайне сильно обрадовало. Хотя на самом деле в любом случае вы не услышите, что там творится под капотом, когда сидите в машине, тем более вентилятор все-таки не такая шумная вещь, но он практически бесшумный. Так, что мы увидим по светотеневой границе? По светотеневой границе мы видим, что она, конечно, стала хуже, безусловно, она стала хуже, не такая четкая. Там вот есть вот здесь вот засвет, вы видите, вот он прям выше. Ну, как мы видим, лампа все-таки светит ярче, чем галоген, потребляет она вот, вы сейчас видите на экране показания. Светит белым светом, не отличить от ксенона, таким холодным, причем белым светом. Ну, в общем-то, на упаковке в 6000 кельвинов как бы надпись и об этом самом и говорит. Итак, сейчас на нашем тестовом стенде уже стоит фара от Калины. В ней также стоит галогеновая лампочка H7 Osram стандартная. Опять же, мы видим четкую светотеневую границу без всяких засветок. Но вот эта фара, она чем сложна, скажем так, для светодиодных ламп? Тем, что у нее крепление лампы сделано под углом. Для светодиодных ламп это крайне важно. Кто не понимает, почему это важно, посмотрите вот видео, которое вы сейчас видите на экране. Там об этом было рассказано более подробно. Легкими и
непринужденными движениями. Ой-ой-ой, чуть не уронил. Резьба закончилась. Так, мы лампу ставим. Причем ставим ее вот именно, повторюсь, в то состояние, в каком она будет без регулировки, без какой-либо регулировки. Мне просто интересно посмотреть, что там будет по светотеневой границе. Так, теперь накручиваем. Там резьба довольно-таки мелкая, поэтому надо будет это делать довольно-таки аккуратно. А не накрутить его нельзя, естественно, сами понимаете, лампа тут же сдохнет без охлаждения. Ну и сразу тут видно, что огромное место здесь для вот этих блочков, драйверов. Все это можно положить внутрь фары. Никаких проблем с этим нет. Так, все, мы поставили, соответственно, лампу. Подключаем ее. Так, подключаем ее. Да, насчет разъема я и честно расстроился. И почему он оказался сломанным? Хотя вроде какой-то контроль лампы должны явно проходить. Но об этом, как говорится, история умалчивает. Включаем. Ну, в общем-то, как и следовало ожидать, мы видим некую порнуху, которая, в общем-то, сопровождает большинство ламп в данной фаре. Фара, напомню, от Калины. Да, фара от Калины, забыл уже. Давно не делал тесты. Лампа от Калины, естественно, вот именно за счет вот этого поворота она делает неправильно вот эту светотеневую границу. Вместо подъема ровного здесь некий такой горб, что, мягко говоря, не совсем правильно. Поэтому мы сейчас эту лампу отрегулировать постараемся и еще раз посмотреть, как она будет светить. Ну, в общем, вы видите, что вот тут образовалась над уровнем светотеневой границы еще вторая светотеневая граница. Это вот как раз именно не совсем правильная геометрия самой лампы. Вот как раз это и дает в рефлекторе лишние диоды, на мой взгляд. Да, она светит, безусловно, ярче, чем галоген, но огрехи вы сами видите, то есть лампа далеко не идеальна. Для рефлекторной фары крайне сложно мне ее будет вам рекомендовать. Ну, в общем, если вкратце про эти лампы, для рефлекторной оптики лампы больше, конечно, ну, наверное, все-таки больше разочаровали, чем обрадовали, потому что после того качества, которое я увидел в лампах H4, здесь все сделано, скажем так, значительно слабее. Да, регулировка по оси это хорошо, но воткнуть сюда 4 диода ради большей яркости — это плохая тема, которую китайцы прошли еще давным-давно, и компания Philips, ну, явно не должна на том уровне находиться, на котором находятся магазины с AliExpress, которые как бы абы чё продают. Ну чё оно не рубится? Ладно, и так сойдет. Поэтому тут лампы больше, безусловно, разочаровали. Почему разочаровали? Потому что ожидал большего. Ожидал больше уровня качества, ожидал большей четкости светотеневой границы, ожидал, что данная лампа задаст некий новый стандарт в светодиодных лампах для рефлекторных фар, благодаря своей выверенной геометрии, благодаря своему качеству. Здесь же видно, что это взяли с азиатского рынка и пытаются вот сейчас к нам на рынок, соответственно, внедрить. Но, скажем так, для рефлектора это, в общем-то, крайне слабенькая лампа. Кому нравится бренд компании Philips, безусловно, как говорится, голосуйте за нее рублем, но я считаю, что при такой цене это не самый лучший вариант. Я ее протестирую еще отдельно в линзованных фарах, там, безусловно, со светотеневой границей будет все хорошо. Постараюсь не затягивать с этим тестом, выйдет он через очень небольшое время, но для рефлекторных фар
повторюсь, это для меня не лучший выбор. Также выражаю огромный магазину lightmark.com за то, что дали мне и предоставили данные лампы на независимый тест. Огромное спасибо, что не испугались, огромное спасибо, что никоим образом, в отличие от компании Philips, не ограничивали меня в моих выводах. Иначе бы данного теста, скорее всего, не вышел бы, потому что я уверен, что он бы не понравился компании Philips. Вот. Огромное спасибо еще раз вам за то, что предоставили лампу. Ссылку на магазин я оставлю в описании. Переходите, приценивайтесь, смотрите, делайте свои какие-то выводы. Пожалуйста, кстати, напишите, что вы думаете по поводу данной лампы в комментариях. Вот именно по поводу рефлекторных фар. Если эта информация была вам полезна, пожалуйста, поставьте лайк. Если была бесполезна, либо вы не согласны с моими выводами, поставьте дизлайк. Ну а с вами был, как всегда, Андрей Финашин, и до новых видео.